Всем привет! С вами Виктория Сидорович, и сегодня я расскажу несколько секретов, которые помогут тебе начать заниматься спортом дома. Еще буквально год назад, если бы мне кто-то сказал, что я буду заниматься дома, я бы не поверила, потому что я считала, что нормально заниматься спортом можно только в студиях, с тренером или в группе, но точно никак не дома. Но мир внес свои коррективы, и уже год я тренируюсь дома сама и расскажу тебе, как это сделать максимально легко и в удовольствие. Ставь лайк этому видео, если твое отношение к тренировкам такое же, как было у меня раньше. Не забудь подписаться на канал, ну и давай разбирать секретики. Я искренне верю в то, что ты уже нашел для себя мотивацию, зачем тебе вообще заниматься спортом, особенно дома. Поэтому сегодня я помогу тебе просто разработать план, как это сделать максимально легко, просто в удовольствие и при минимальных усилиях, так как мы говорим о домашних тренировках. По факту у нас с тобой есть два этапа. Первый — это подготовительный перед тренировкой, и второй — непосредственно сама тренировка. Начнем мы с подготовительного для того, чтобы потом тебе было проще сделать это постоянной привычкой. Первый шаг – это намерение. Выбери конкретное действие, где, как и каким конкретно видом спорта ты будешь заниматься. К примеру, это может звучать так. Я собираюсь заниматься растяжкой 3 раза в неделю, во вторник, в четверг и в субботу. Сделай что-то подобное так, чтобы у тебя появилась конкретика и твое намерение стало ясным. Шаг второй. Создай себе программу тренировок. Ты можешь подобрать конкретные тренировки на YouTube-каналах или купить онлайн-курс, но очень важно, чтобы у тебя была конкретная программа, по которой ты будешь тренироваться. Потому что если ее не будет, то очень много времени может уйти вместо того, чтобы ты тренировался, на то, что ты будешь выбирать, по какому видео тренироваться. Сейчас онлайн-тренировки есть на любой вкус и цвет, но очень важно выбрать то, что будет нравиться именно тебе, и то, что будет приносить тебе удовольствие. Потому что, к примеру, я не очень люблю какие-то кардионагрузки или силовые. Мне сложнее себя заставлять, особенно дома, таким заниматься. Мне куда проще дается растяжка, та же йога. Иногда я делаю какие-то силовые, но это скорее разогрев, чем основная тренировка. Поэтому не поленись и выбери для себя ту программу, какой-то канал или курс, где тебе будет понятно, что сегодня ты делаешь это, на следующей тренировке ты делаешь это и так далее. Следующий шаг – это сделать стимулы, которые будут побуждать тебя заниматься спортом, максимально простыми и очевидными. Что я имею в виду? Возьми спортивную форму, коврик для йоги, кубики, кроссовки, все, что тебе нужно для занятий, то, что у тебя ассоциируется со спортом, и положи их на видное место. На такое, где ты бываешь часто, для того, чтобы тебе это напоминало о том, что нужно потренироваться. К примеру, я расстилаю коврик для йоги в одной из комнат, он у меня лежит и постоянно так и манит и говорит: давай, позанимайся, ты еще сегодня не занималась спортом. Поэтому сделать стимулы привлекательными — это очень важно, чтобы мозгу было проще приступить к началу тренировки. Следующий шаг, который дополнит предыдущий, это оборудовать свою окружающую среду так, чтобы занятия были максимально простыми. К примеру, я рекомендую выбрать себе отдельную комнату или, возможно, часть комнаты, которая у тебя будет ассоциироваться дальше с тренировками. Там, где ты можешь тренироваться, где это доступно. И в дальнейшем желательно, чтобы ты это делал всегда в одном месте. Почему это важно? Таким образом, у тебя будет определенное пространство ассоциироваться с привычкой спорта. И тогда тебе будет гораздо проще это делать, да, потому что обычно почему нам легче ходить в зал? Мы знаем, что у нас есть какая-то студия или зал, мы туда идем, переодеваемся, и есть пространство, которое способствует нашим тренировкам. Дома же такого пространства нету, и мы привыкли там заниматься другими вещами, поэтому его важно создать. Так что выбери себе часть комнаты или полную комнату, где ты сможешь тренироваться, и оборудуй ее так, чтобы там
делать это было максимально приятно. И последний шаг в подготовительном этапе – это окружение. Очень важно окружить себя людьми, которые тоже хотят заниматься спортом, которые тоже начинают или, возможно, уже тренируются, и вы можете быть друг для друга поддерживающим окружением. Если мы говорим о внедрении полезных привычек в жизнь, то окружение играет одну из самых важных ролей. Поэтому, пожалуйста, позаботься о том, чтобы у тебя было такое окружение. Как его можно найти? Ну, к примеру, вы можете договориться с друзьями, кому это тоже актуально сейчас, и создать какой-нибудь чатик совместный, где вы будете делиться своими успехами, о том, что вы вообще потренировались, какие-то фоточки скидывать друг другу, что вы тренируетесь и у вас получается. Либо же вы можете купить какой-то онлайн-марафон или курс с фитнес-тренировками, где часто уже есть такие чаты участников, где вы там поддерживаете друг друга и вас поддерживают тренера. Поэтому выбирай для себя удобный вариант, но сделай так, чтобы у тебя было окружение, которое поддержит тебя в твоем начинании заниматься спортом дома. Ну и теперь мы уже полностью готовы приступить к тренировкам, что я рекомендую и сделать. Здесь у нас тоже есть несколько шагов, которые помогут тебе, если вдруг ты уже вроде как все подготовил, а вот начать, прям таки начать, все еще сложно. Первый шаг у нас очень простой, банальный, но невероятно действенный. Это надеть спортивную форму. Пожалуйста, не тренируйся дома в домашней одежде. И не только потому, что это не совсем удобно. Очень важно одеть спортивную форму для того, чтобы мозг, так сказать, понял, да, что мы сейчас будем делать что-то другое, да, вот мы там дома работали, готовили еду, убирали, общались с кем-то, теперь мы одеваем форму, и мы такие, ага, сейчас нас ждет тренировка. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегай этим шагом и обязательно начинай с того, что одевай спортивную форму, даже если тебе кажется, что лень тренироваться и не хочешь. Начни просто с этого. Дальше, если вдруг у тебя сегодня по плану тренировка, но ты не хочешь, не можешь, тебе лень, и тебе хочется перенести, после того, как ты одел спортивную форму, это всегда шаг номер один, дальше используй правило 2 минут. В чем оно заключается? Твоя задача потренироваться всего лишь 2 минуты. Ты можешь даже поставить таймер. На самом деле за 2 минуты можно много чего успеть. Постоять в планке, поотжиматься, поприседать, покачать пресс. Главное 2 минуты тренироваться. И поверь мне, если тебе покажется, что ой, зачем делать это 2 минуты, лучше вообще не делать и завтра сделать полноценную тренировку, то нет. Если твоя цель внедрить привычку заниматься спортом дома, тогда, если у тебя по плану была тренировка, крайне важно ее сделать. И лучше пускай она будет на 2 минуты, чем ее не будет и вовсе. Поэтому начинай заниматься 2 минуты, и потом расскажу тебе по секрету, зачастую желание не заниматься, оно все-таки исчезает, и ты понимаешь, что ну раз уж я уже тут, что-то делаю в спортивной форме, то хотя бы какую-то небольшую тренировку сделать все-таки можно. Таким образом, мы немножко обхитриваем наш мозг и все-таки тренируемся вместо того, чтобы ничего не делать. Если же вдруг у тебя есть дикое сопротивление, и ты считаешь, что это обман, и типа фу-фу-фу, я так не хочу, тебе не отзывается такой способ, тогда ты можешь просто действительно 2 минуты потренироваться и завершить. И дальше не продолжать. Но самое главное, чтобы каждый раз, когда ты планируешь себе тренировку, хотя бы 2 минуты, ты ее выполнял. Таким образом, во-первых, у тебя будет вырабатываться привычка, во-вторых, сила воли и какая-то дисциплина. И это поможет тебе все-таки потом удлинять этот промежуток, когда тебе лень. Особенно, если ты хочешь, к примеру, внедрить какую-то зарядку или легкие спортивные упражнения на каждый день, это вообще очень классный способ. Поэтому после того, как одели спортивную форму, занимаемся минимум 2 минуты, если вдруг лень. Еще один момент, который я забыла упомянуть ранее, это важность договориться со своими домашними о том, что ты планируешь начать заниматься спортом дома. Для этого просто попроси их поддержки и предупреди, в какие временные промежутки ты будешь заниматься, где ты это будешь делать, и попроси, чтобы тебя не беспокоили в это время. Договорись о том, кто где будет находиться, кто будет с детьми, если у тебя есть дети, и так далее.
Это тоже очень важно, так как это элемент поддержки, важно, чтобы тебя никто не отвлекал, потому что если тебя будут отвлекать, есть большая вероятность, что ты не закончишь тренировку или даже ее не начнешь. А предупредив всех заранее и составив определенный график, это упростит всем жизнь и поможет тебе все-таки дойти до конца. Ну и последнее, это после всех тренировок не забудь себя порадовать, побаловать и поблагодарить. Очень важно, чтобы занятия спортом, даже дома, ассоциировались у тебя с удовольствием и чтобы ты получал какое-то от этого вознаграждение. Ну, кроме того, что долгосрочно, конечно же, вознаграждение у тебя будет масса, это здоровье, это энергия, это красивое подтянутое тело, но нашему мозгу важно получать вознаграждение немедленно. Например, у меня вознаграждение обычно происходит само собой, потому что я эмоционально очень разряжаюсь и получаю удовольствие, когда занимаюсь спортом, и у меня повышается настроение. Это для меня уже достаточное вознаграждение, но у меня спорт вошел в привычку, даже дома. Если у тебя еще такой привычки нет, то тогда придумай, какой плюшкой ты можешь себя порадовать после тренировки. Что-то такое себе приятное позволить, чтобы ты знал, что после тренировки тебя ждет какой-то подарочек. Это поможет закрепить это на уровне такого удовольствия. Ну и теперь делись в комментариях, удается ли тебе заниматься спортом дома, попробовал ли ты какие-то из лайфхаков, что тебе помогает, что нет, или, возможно, у тебя есть свои какие-то секретики, которые помогают. Я надеюсь, что лайк этому видео ты уже поставил, на канал давно подписан и колокольчик уже нажат, чтобы не пропускать новые видео. С вами была Виктория Сидорович, идем заниматься спортом и до скорого!